Привет, ребята! Я сегодня в Минске на очень интересной выставке. Здесь очень большой выбор аппаратуры. Ничего не продается, это выставка. Скажу честно, что я такого огромного не видел. Здесь коллекция фотоаппаратуры, здесь коллекция радиоаппаратуры и приемников. Здесь чисто военные. Хочу вам просто показать. Будет внизу в описании канала ссылка на их сайт и как они работают. Посмотрите. Долго все рассказывать. По-быстрому покажу, потому что она очень большая. Все легендарные шарпы. Первый шарп со съемными колонками. После него сразу вот 700 появился. Всем известный шарп VZ, где пластинка становится и с двух сторон воспроизводится. Один из первых двух кассетников. Но не этот именно. В серии QT шарпы. Снова с пластинками, только уже стационарный вариант. Очень интересный шарп. Здесь не хватает крышки пластика. Кассета сверху вставляется. Он полностью из металла сделан. Цифровая. Часы 80-го года. Небольшая коллекция плееров, микрофонов. Легендарный 939. Подделка интересная. Одесса Харбин. Этого же аппарата. 940. Тот же версия. Твины. Идем дальше. Снова шарпы. Второй половины это видеомагнитофон такой. Очень GVC. Всем легендарный. Посмотрите. Саньос огромная. Всем известный MRX-20 с сабвуфером. Саньо такая же есть. Фишер микрокассета и большая кассета. Очень интересная достаточно коллекция. Скажу честно, даже меня поразившая, уже видевшего все. Очень советую сюда посетить, если вас эта тема интересует. Посмотрите, какой Марантз. Самое прикольное, что там зеркало, чтобы красиво пластинка играла. Какой Марантз. 920 Саньо, один из королей. Этот мой любимый микрокассетный с двумя динамики. Сверху они, кстати, не пассивные. Это Фишеры. Дальше смотрим. Все это еще версии Саньо. Браун. National, Panasonic. Здесь пластинки. Идем дальше. Sony. Это Универсум. Очень интересный Марантз. Посмотрите, какой Марантз. Очень редкий. Здесь Sony достойный. Так. Пионер. Моя мечта. Пионеры. Mitsubishi. Посмотрите, какая красота. Mitsubishi. А посмотрите на этот крохотный пионер. О, какой маленький. Вот. Тут Toshiba. Одна из первых Toshiba с автоверсом. Ребята там как раз договариваются. Очень интересно. Коллеги тоже мои приехали. Были удивлены этой коллекцией. Извините, что через стекло снимаю. Очень интересно. Интересная подборка. 990 шарп с синтезатором. Посмотрите, какой Фишер. Он же Саньо. Сильвер с синтезатором. Casio. Один из редчайших аппаратов Casio. National серии Panasonic. Мой любимый 32-й аппарат моего детства. Посмотрите, какая крохотулечка красивая. И всем известный RX 7000. По мне переоцененный аппарат. National трехкассетный. Он маленький. Вот посмотрите, кассета и сам аппарат. Он очень маленький. Очень интересный. Еще Panasonic, National. Всех и японские версии, и другие. Очень много старой ретро-техники. Смотрите, 2 бобины и пластинки. Так.
Здесь Айва. Все красивые Айвы. Айва. Акаи 77, легендарный бобинник. Посмотрите на вот это Акаи. Кубик Рубик. Видите, как динамики поднимаются? И он достаточно крохотный, маленький. 505 Акаи. Реально здесь сильверы. Вот, всем известный 868. Очень хороший аппарат. Это все Санва. Здесь серия с телевизорами, магнитол с телевизорами. Скажу честно, вот посмотрите, Toshiba микрокассета и телевизор. Sony Sharp тоже серия. Здесь тайваньские серии тайваньских аппаратов уже. Panasonic, видите. Gold Star корейский. Вот этот, который был с этим актером известным. Боже мой. Я забыл. Есть фотография. Извините, по-быстрому снимаю. Все это аппараты. Toshiba всем известны, только в версии радиотон. Осака. Интерфанк. Каньон. Контек. Вот Сансуй очень интересный. В идеальном состоянии, очень мне интересный. Дайтон. Диатон. Это то же самое, что Mitsubishi, их же марка. Здесь немецкая серия. Саба. Грюндик. Лойве. Выкупила ее потом Philips. Это люксовая версия будет Philips. Стала. Блаупункт. Смотрите, редкий аппарат. Немецкие тоже всякие марки. Ухер. Мономагнитофоны Panasonic. Вот какой красивый Маранц. Для репортерский. Sony маленький Грюндик. Вот это даже, я не знаю, что за марка. Норменде, Грюндик. Опять же, бобинные магнитофоны. Очень много радиол. Очень большое количество радио. И каждое есть описание. Видите, какой год, как называется. Здесь можно посмотреть, светомузыка советская. Здесь уже деки и бобинные. Вот Telefunken Hi-Fi Studio 1M, наша легенда. Мною перехваленная, хваленная. Считаю ее королем. Королем переносного аудиозвука является этот аппарат, без сомнения. Вот посмотрите, какой большущий Philips интересный. С таким софт-тач управлением, или это квазисенсорное управление. Тоже Philips. Philips 8714, в народе слон. Легендарный топовый аппарат. Первый магнитофон в мире Philips. Philips презентовала аудиокассету, и к нему, к аудиокассете, первый магнитофон Philips. Это самый первый, который кассетный магнитофон в мире. Так. Грюндики. Дальше пошли чисто радиоприемники. Это не совсем моя тема, но тоже, поверьте, очень интересные экземпляры здесь есть. Чтобы было быстрее, я не буду вам показывать. Лучше вы придите на эту выставку. Вход 10 белорусских рублей. Смех. На сайте увидите время работы. И поражает вообще. Это все, как это сделано, как это... Смотрите, Олимп, и к нему пульт. Это пульт, а вот это приемник, ИК-приемник. Так вот сделан, чтобы пультом можно было пользоваться. Представляете? У меня такая была стойка в детстве.
Протон 402, один из моих детских магнитофонов. Ломался без конца, и в конце концов я его сдал по гарантии. Двухкассетники советского типа. Советские, смотрите, Арианда, Иш двухкассетный. Очень редкие вещи. Бобинные магнитофоны. Электроника 302, первая версия. Потом было вот такое фуфло. Первая вот так выглядела, очень красиво. Потом все это стало упрощаться. Вот Десна на базе Philips'а. Сделана на первого Philips'а, первого магнитофона в мире. Тот же самый, скопирован. И версии ее. Кассета всем известная МК-601, видите? Я уже 10 минут снимаю, и, честно говоря, очень... Здесь вы потратите много времени. Белорусская легенда Бересте 004. Очень дорогой был аппарат для советского высшего класса. То здесь ламповые приемники, другие приемники и так далее. И здесь отдельный зал посвящен фототехнике. И все виды фотоаппаратов. Посмотрите, увеличители. Здесь пишущие машинки еще. Телефонные аппараты. Посмотрите, как интересно. О, даже немножко мобильников. Всем известно 3310. Смотрите. Мобильные телефоны. Кассеты стандарта других. Калькуляторы. Компьютер байт. Первые счеты поставили. О, такой я разобрал в детстве. Феликса. Арифмометр. Это, ребята, калькулятор механический. Чтобы кто не знает. До того, как появились калькуляторы. Вот такая выставка. Смотрите, видео. Ой, всем привет. Приходите на эту выставку. Радиоэпоха.